Всем привет, меня зовут Лена, рада видеть вас на канале Духи РФ, и сегодня мы поговорим про бренд Attar Collection. Какая хорошая! Очень хорошая, правда. Просто ринулись раскупать этот флакон. Очень интересно. Бренд Attar Collection появился относительно недавно. Первый аромат был выпущен в 2015 году. Однако за столь непродолжительное по меркам парфюмерного мира время он снискал уже безумную популярность и нашел отклик во многих сердцах. Секрет успеха, на наш взгляд, то, что это арабская парфюмерия, однако она адаптирована под европейского потребителя. Композиции яркие, насыщенные, роскошные, но в то же время большая часть довольно-таки понятные. И первый аромат, о котором мы поговорим, выпущен в 2018 году – Hayati. Здесь я сразу хочу рассказать про коробку и больше не останавливаться на этой теме. Коробки очень красивые, отделаны золотом, либо серебром, либо синим и бархатом. Они выглядят по-настоящему дорого и роскошно, но один минус, конечно, нужно иметь недюжую силу, чтобы ее открыть. Внутри тоже бархат, все очень роскошно, богато выглядит. И флаконы очень нарядные, с крышками, похожими на купол. Приятно на них смотреть, приятно держать в руках. Не все такое любят, но выглядит достаточно интересно. Аромат был создан Яном Васнье, и, как он говорит, вдохновением стал сад дома, где он жил в детстве. И аромат действительно отлично передает эту задумку. Сложно сдержаться от эпитета «вкусный», но он правда такой. Множество ягод. Таз с вареньем в сахаре, ванильный пломбир в вафельном стаканчике. Очень-очень приятный и жизнерадостный. Отличный пример мягкой гурманики, когда вроде бы компоненты сладкие, но это не чересчур, и это приятно и легко носить. Следующие ароматы нужно показывать в паре, потому что именно парой они и вышли. Это запуск, приуроченный к 14 февраля 2020 года, ко дню всех влюбленных. Crystal Love, For Her и For Him. For Her – это традиционный восточный профиль, стилизованный под европейского покупателя. Роза, мускус, сладости. Ничего нового, однако сделан он ровно, хорошо, и что очень-очень важно для такого направления – его нельзя назвать кричащим. Спокойно покупаете и носите в разных ситуациях, и нигде это не будет слишком. Мужской запуск в черном флаконе обещает нам тоже вполне универсальную композицию. Проверим. В базе цитрусы и ваниль. Дальше раскрывается кожей, анималикой и пачули. Это типично мужской профиль, язык не поворачивается назвать его унисекс. При этом он действительно довольно универсальный и понравится многим. Следующий флакон The Persian Gold выглядит так, что хочется дурным голосом запеть песню про арабскую ночь. Золотой, красивый. А что же внутри? Вдыхая этот аромат, создается ощущение, что ты на территории роскошного дворца. Фонтан, вокруг фонтана розы, и откуда-то издалека доносятся типичные ароматы базара. Специи, сладости, ваниль, сухофрукты, огромное количество пряностей. Мне очень нравится, что, несмотря на то, что компонентов довольно много, он звучит очень мягко и деликатно. При этом нельзя сказать, что тихо. Вода и легкие цветочные ноты смягчают это восточное безумие. Рахат, лукум, цукаты, множество специй, среди которых солирует мускатный орех. И получается мягкая, чуть пудровая, деликатная и в то же время обращающая на себя внимание композиция. Следующий аромат нашей подборки Маск Кашмир в свое время наделал очень-очень много шума, но об этом позже. Это один из ранних ароматов бренда, когда они в большей степени воссоздавали успешные профили, чем стремились создать оригинальные композиции. Вариаций на эту тему очень много. Это чистые, непереслащенные мускусы. Вот он такой, белоснежный, в нем нет сладости, в нем нет какой-то цветочности. В нем ощущается гвоздика, и это немного собирает его и делает более сдержанным, но в целом это достаточно понятный, узнаваемый профиль.
Если глобально говорить об ароматах чистоты, они есть у многих марок, и они почти никогда не бывают в топе, но при этом профиль всегда востребован. То же самое было и с Musk Cashmere Attar Collection. Он никогда не выбивался по продажам, то есть это всегда был такой уверенный среднячок. Но так было до тех пор, пока в своем инстаграме Оксана Самойлова, которая является женой рэпера Джигана, не рассказала, что это ее любимый аромат. Долго шли споры, что это было. Это была нативная реклама или действительно она искренне его любит и рассказала об этом. Я все-таки склоняюсь ко второму. Мне кажется, что она просто поделилась тем, что нравится лично ей, тем более с ее образом этот аромат отлично сочетается. Но после этого началось настоящее безумие. Аромат смели с полок в розничных магазинах, в интернет-магазинах. Достаточно долго его было практически не достать, потому что поклонницы Оксаны Самойловой, девушки, которые хотят быть на нее похожими или хотят вести похожую жизнь, как у нее, просто ринулись раскупать этот флакон. Однако это ничего не говорит о самом аромате. Он по-прежнему остается качественным, мускусным, мягким ароматом. Но, что важно знать, если даже вы очень любите Оксану Самойлову, это не тот профиль, который стоит покупать вслепую. У очень многих людей на мускусы анасмия, а на других людях мускусы раскрываются довольно спорно. Поэтому это тот самый случай, когда аромат нужно тестировать на коже. Рекомендую придерживаться этого правила. Ну и в финале обзора хотелось поговорить о розах. Розы – это традиционно восточный профиль, однако у Attar Collection все, как я уже говорила, не совсем по-восточному, поэтому тут ждут интересные открытия. И первый аромат – Rosa Galore. Гурманская гедонистическая роза во фруктах. Очень интересно. Сначала вступает легкая, прозрачная чайная роза. Она как будто только-только проснулась утром, вокруг благоухание, цветение, свежесть. Затем вступает густая, гаремная, дамасская, сладкая роза. Она разворачивает свои темные лепестки и появляется фруктовый аккорд. За фруктовое звучание здесь отвечает смородина, композиция подслащена ванилью и база, мускус и деревяшки. Можно было бы, конечно, скривиться и сказать, что Attar Collection не сказали тут ничего нового, потому что роз со смородиной очень много, и это правда. Однако сочетание смородины-роза обычно более легкое, что-то вроде In Love Again YSL, ну в общем утренние розочки и такая же нежная смородина. Здесь же композиция более густая, плотная, сладкая, и при этом она безупречно сделана. Здесь абсолютно не к чему придраться, это филигранная работа на эту тему. И завершая обзор я горячей новинкой. Аромат Азалия вышел буквально месяц назад, и у него очень красивый фиолетовый флакон. Обсудим, что внутри. В пирамиде заявлен цитрон, однако если он и есть, то совсем ненадолго, потому что практически сразу это яркий цветочный вихрь. Густые, плотные восточные розы, орхидея, иланг-иланг в вихре ванильной пудры. Ни одна нота не солирует, все они проявляются постепенно, показываются достаточно ярко, но при этом остаются частью гармоничного букета. В базе традиционно мускус, сандал и изюминка аромата – миндальный крем. Учитывая год выпуска, это достаточно смелое решение. Яркий цветочный профиль, очень необычный, многокомпонентный, но очень интересный. В заключение я хочу сказать, что с ароматами Attar Collection, безусловно, нужно знакомиться. Они все разные, и я не могу определить однозначно целевую аудиторию, что вот они подходят только этой группе людей. Нет, я считаю, что разные люди могут найти для себя что-то подходящее у этого бренда. Кроме того, хочу отметить цену. Несмотря на то, что это ниша в роскошных флаконах, красивых коробках, с богатыми разнообразными композициями, стоит это чуть дороже люкса. В описании к этому видео мы оставим ссылки на все ароматы из сегодняшнего обзора. Перейдя по ним, вы сможете узнать о понравившемся аромате подробнее, увидеть отзывы других пользователей и узнать цены в интернет-магазине Духи РФ. А какой аромат этого бренда любите вы? Пишите свое мнение в комментариях, также не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами была Лена, всем спасибо и пока!